Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим про художника, чьими картинами вначале все восхищались, а впоследствии считали воплощением пошлости – Вильям Бугро. Вильям Бугро – французский художник-академист, мастер фотореалистичных, сентиментальных портретов. Он добился высочайшего мастерства в изображении человеческого тела, часто писал обнаженную натуру в соответствии со всеми принципами классицизма. Вдохновение черпал в мифологических сюжетах, в античности, потому и его портреты современников зачастую были стилизованы под античность. Он добился огромного успеха, считался ведущим художником Франции, а впоследствии США и Англии. Его работы были первоочередными на любых художественных выставках, неизменно привлекали всех поклонников академической живописи, а их в середине XIX века было большинство. Однако сам Бугро отрицал все новое в живописи, любые художественные направления, кроме академизма, критиковал импрессионистов, не давал им выставлять на салоне свои картины. Все новое было чуждо для Бугро, и это в итоге привело к краху его в лице общества как художника. Мало какой еще художник вызывал столько противоречивых чувств и суждений. Одни восхищались его работами, другие смеялись над ними, называли воплощением пошлости. Препятствование любым свежим веяниям в живописи тоже не добавляло любви со стороны коллег-импрессионистов и новаторски настроенных зрителей. А Бугро просто писал, как умел, как привык, и в стиле, который принес ему славу и богатство, и не хотел ничего менять. Бугро родом из французского города Ля-Рошель. Отец Теодор Бугро зарабатывал на жизнь, торгуя вином, и достаточно успешно. По крайней мере, семья ни в чем не нуждалась. Рисовать Бугро начал в детстве и проявлял в этом немалые способности. В 12 лет его взяли под опеку дядя-священник, занимающийся обучением билингва. А в 14 лет он поступил в католический колледж, где азы рисования ему преподавал художник Луи Сейдж. Но вскоре отец основательно расширил дело, организовал еще и торговлю оливковым маслом, а потому стал активно привлекать своего сына к своей работе. С художеством еще неизвестно, как выйдет, а тут заработок надежный, да и дела делать нужно. Однако художеством Бугро-младший не бросил. Днем работал с отцом в лавке, а утром и вечером учился в школе изящных искусств. Однако всю жизнь быть лавочником Бугро не захотел, потому за 3 месяца ухитрился написать 33 портрета всевозможных заказчиков, продал их и, невзирая на недовольство отца, отправился покорять Париж. Там он стал учиться у художника Франсуа Пико, и чтобы добыть средства, решил стать соискателем очень престижной римской премии. Получивший ее начинающий художник мог за казенный счет несколько лет жить и учиться в Италии. Тут французы не были оригинальными. Подобная схема существовала и в Российской академии художеств, лучшие выпускники которой, такие как Василий Перов, Константин Горбатов и многие другие, получали средства на проживание в Италии. Спустя несколько безуспешных попыток Бугро все же добился желаемого, представив на суд жюри картину «Зенобия на берегу Аракса». Так, в 1851 году Бугро переезжает в Италию, в кармане деньги на безбедное существование, впереди очень интересная для молодого художника возможность ознакомиться с лучшими произведениями итальянских мастеров. Жизнь начинает налаживаться, Бугро усердно учился с приятелем-художником Полем Корзюном. Они пребывали в Пизе, Риме, Милане, везде, где имелись значимые произведения искусства. Он восхищался росписью Сикстинской капеллы, которую создал великий Микеланджело. Знакомясь с работами художника Джотто де Бондоне, Бугро обучался мастерству передачи характера и чувств персонажей через жесты, написанию движущихся фигур и проработку мельчайших деталей, не тратя на это огромное количество времени. Для художника, работавшего по заказу, последнее особенно важно. Платят за объем выполненной работы. Обучившись, Бугро в 1856 году вернулся в Париж, а спустя некоторое время получил золотую медаль за роспись особняка Бартолони. Расписывал он и церкви, потому был на хорошем счету у ведущих церковных деятелей, даже у самого Папы Римского. Ему давал заказ император Франции Наполеон III. Спустя всего лишь 3 года Бугро уже кавалер ордена Почетного легиона. Славы Бугро достиг, теперь очередь за деньгами. Во многом поэтому он постепенно стал писать больше салонных портретов и сентиментальных семейных сцен, постепенно отойдя от работ над мифологическими и историческими полотнами. Способствовало этому и знакомство с известным французским арт-дилером Полем Дюран-Рюэлем.
Ценники за картины Бугро с каждым годом повышались, художник основательно поработал над своей известностью, пришло время вкушать ее плоды. В 1863 году Бугро пишет картины «Святое семейство», заказчиком которого была императрица Евгения. Денег подобные заказы давали не очень много, зато престижа хоть отбавляй. В жанре ню Бугро начал писать в 1864 году. Работа «Купальщица» очень понравилась художественным критикам и была выставлена в Музее изящных искусств в Генте. Бугро был настоящим трудоголиком. За всю жизнь он создал 822 картины. И это все работы в классическом стиле, с мельчайшей прорисовкой деталей. Он говорил: «Каждый день я рано утром иду в свою мастерскую, преисполненной радости от предстоящей работы. Вечером же я желаю, чтобы побыстрее прошла ночь, чтобы вновь предаться своему любимому делу. Если же я не могу писать картины, то я несчастен». А вот с новаторами у Бугро отношения не сложилось. Даже талантливый художник-фавист Анри Матисс, придя учиться в Академию Жюлиана, где преподавал Бугро, рассорился с консервативным академистом. Бугро не терпел ничего нового, за что в конце жизни и поплатился. В 1866 году Бугро женился. Его избранницей стала натурщица Мари Нелли Моншаблон, 29-летняя красавица, с которой Бугро поддерживал близкие отношения 10 лет и лишь потом женился на ней. Денег у Бугро было достаточно, чтобы приобрести большой дом, где он поселился с женой и обустроил свою мастерскую. Бугро писал, Мари рожала и воспитывала детей, поддерживала порядок в доме. Вот только 3 детей Мари умерли от туберкулеза, а спустя всего лишь 11 лет после замужества скончалась и Мари. Бугро горевал, но вскоре решил жениться на художнице Элизабет Гарднер, своей любимой ученице. Но против была мать Элизабет, потому и пришлось официально свадьбу отложить еще на 19 лет. Лишь в 1896 году 71-летний художник смог во второй раз узаконить отношения. А под конец жизни Бугро пришлось пережить немало насмешек относительно своих картин. Все больше людей называли его замшелым консерватором. Его полотна снимались с экспозициях в музеях и относились в самые дальние запасники, а то и просто выбрасывались. Примитивное искусство, слащавая сентиментальность – это лишь самые безобидные слова, которые Бугро слышал о своих картинах. Бугро горячо переживал подобные отношения, но писать по-иному не мог и не хотел. Он умер на руках своей жены, ставшей ему поддержкой и опорой в жизни в 1905 году. Многое из его творческого наследия было потеряно, но постепенно к картинам Бугро вернулся прежний интерес, и сейчас они вновь выставляются в крупнейших музеях мира. Главное, работы Бугро красивы и декоративны. А разве не в этом суть салонного искусства, в котором он достиг выдающихся высот?
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.